Совершенно очевидно, что крупная военная операция в Иране, она принесет очень серьезные негативные последствия для всех стран, которые граничат с Ираном. Это будет, во-первых, угроза фактически разжигания нестабильности во всех сопредельных странах. Я абсолютно уверен, что начало войны в Иране может стать стимулом для обострения всех внутренних конфликтов в соседних странах. Во-вторых, конечно, это поставит под угрозу все крупные экономические проекты, инфраструктурные, транзитные, не имеет значения, потому что эта нестабильность, несомненно, во-первых, подорвет доверие к этим проектам, во-вторых, могут, так сказать, быть стимулированы разные, например, скажем, какие-то, так сказать, внутренние военные конфликты, может быть, террористические акты и так далее в отношении тех или иных государств, что тоже может просто физически нанести урон этим проектам. В-третьих, просто это может стать проблемой беженцев из Ирана, которая ляжет тяжким грузом на соседние страны. И вообще общая нестабильность заметно повысится. Я думаю, что для региона это может быть... в общем, даже, так сказать, сродни такой региональной катастрофы. Здесь, мне кажется, это очевидно. Второе, многие из стран, которые соседствуют с Ираном, могут быть втянуты напрямую. И естественно, что американцы в одиночку такую акцию предпринимать не станут. Как показывает опыт последних, так сказать, десятилетий, американцы четко поняли, что легитимация любой операции будет зависеть от количества участников. Да? И, несомненно, они таких союзников будут искать. И этих союзников они будут искать не только среди своих партнеров по блоку НАТО, но и среди стран региона. Я думаю, что американцы будут активно втягивать в любую, так сказать, операцию вокруг Ирана и в любую нестабильность государства региона. Но слухи о том, что американцы могут разместить свои, так сказать, военные подразделения, ударные части на территории некоторых закавказских стран, например, Грузии, они достаточно активно муссируются. Известно, что возможно, как бы такие же планы американцы строят в отношении других стран, но, по крайней мере, по поводу Южного Кавказа такой информации вполне достаточно. А втягивание этих стран в военный конфликт, я думаю, что будет означать очень большие проблемы в долгосрочной перспективе для самих этих стран. Может быть, в краткосрочной они получат какие-то, так сказать, дивиденды в виде сотрудничества там, со Штатами, каких-то программ и прочее. Но в общем и целом, конечно, для них это будет фактором нестабильности на долгие-долгие, так сказать, годы вперед. Но и в целом, вообще, так сказать, безопасность в регионе, который снабжает полмира нефтью, будет серьезно подорвана. Мне кажется, это совершенно очевидно. Какие риски будет иметь конкретная, так сказать, военная операция? Как любая другая война, перенос боевых действий, например, скажем, на границы нашего государства. По поводу ограничителей, я думаю, что тут дело не только в Асаде, но есть еще такой временный фактор, связанный с выборами президента Соединенных Штатов Америки. Потому что, мне кажется, американцы не готовы сейчас, так сказать, проводить какую-то акцию, которая может вызвать проблемы. То есть, если эта акция состоится до выборов, несомненно, это должна быть крайне успешная и очень быстрая акция. То есть, может быть, это будет, там, скажем, ограниченные локальные удары, да, по ядерным центрам. Это, в принципе, для американцев и для Обамы это было бы неплохим, так сказать, подспорьем показать, что Америка сильна, Америка контролирует ситуацию и так далее. Крупномасштабная большая операция с вовлечением сухопутных сил может растянуться, так сказать, на месяцы, никто не знает, сколько она продлится, а осенью выборы, да, и для Обамы это станет большой проблемой. У него и так не блестящие, так сказать, шансы на самом деле. А если он еще получит сейчас какую-то не вполне понятную военную операцию там, в Иране, да, то можно сказать, что он провалился. Ну, почти 100% можно сказать, что он провалился. Поэтому я думаю, что до выборов вряд ли можно говорить о какой-то крупномасштабной, большой, огромной операции против Ирана. Возвращаясь к России и странам региона, здесь еще забыли упомянуть Туркмению, страну с большими газовыми амбициями, да, и с надеждами на то, что свой газ она будет беспрепятственно качать, так сказать, на запад. Несомненно, у всех этих проектов, которые проходят, так сказать, теоретически проложены по Южному Каспию, могут возникнуть серьезные проблемы. И физические, так сказать, да, и такие имиджевые. То есть и так у них есть проблемы там, с финансированием, с отрицательной позицией России, а так этих проблем может стать еще больше, потому что нестабильность в регионе неизвестно сколько продлится. Потому что нелегко сказать, как бы, да, провести военную операцию в Иране. Мы видели, как это происходит в Ираке и Афганистане. Можно снести правительство, которое сидит в Тегеране, да, но что будет дальше? Дальше, так сказать, могут быть годы и годы и годы, скажем, да, нестабильности, повстанческой войны и прочее, прочее. И, конечно, это скажется на ситуации во всех приграничных странах региона.
и наложит как бы негативный отпечаток на любые проекты. По России. По России, в первую очередь, да, учитывая близость Тегерана к Каспийскому побережью, можно сказать, что практически неизбежным окажется военное присутствие с третьих стран на Каспии, непосредственно, на Южном Каспии. Я уверен, что в этой ситуации американцы добьются и от Туркмении, и от Азербайджана согласия на присутствие своих, так сказать, сил в регионе, и поэтому отмазаться от этого не удастся. Это совершенно точно. Потому что и у Баку, и у Ашхабада вот эти заигрывания как бы с американцами достаточно глубокие, и они убедят их в том, что необходимо, так сказать, ввести свои подразделения на территорию их стран, и в том числе в регион Южного Каспия. А это значит, что в акватории нашего внутреннего Каспийского моря, которое вообще всегда было достаточно мирным, появятся непосредственные военные силы третьих стран, и там начнутся боевые действия. У Ирана на Каспии есть своя, так сказать, флотилия, пусть небольшая, но она есть, ее придется уничтожать. Кроме всего прочего, так сказать, удары, так сказать, с севера в любом случае должны поддерживаться вот в этом направлении. То есть мы получим у себя на границах конкретную совершенно войну, причем серьезную, так сказать, да, с применением больших сил, так сказать, и современной техники. А что значит наша южная граница? Это, между прочим, Северный Кавказ, да, где и так проблем навалом и, так сказать, нестабильности там не проходит уже последние, так сказать, несколько десятилетий. Ну, по крайней мере, 20 лет уж совершенно точно. И что же будет? И без того нестабильный Северный Кавказ, втянутый в войну Азербайджан, проблема Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией, возможное военное присутствие на Южном Каспии, это подожжет вообще, так сказать, вот все это наше, так сказать, подбрюшье, да, я прошу прощения за это слово, но тем не менее это так. И стимулирует, в том числе я уверен, что стимулирует, например, скажем, и сепаратистские, террористические движения на нашем Северном Кавказе. 100%. Да, потому что ситуация хаоса, она в любом случае будет содействовать любым несистемным элементам, в том числе, так сказать, бандформированием и так далее. Вот что мы получим в результате экспериментов американцев по Ирану. А это именно эксперименты. Американцы ставят эксперименты, да, по всему миру. Получится, хорошо, не получится. Ну, ладно, в следующий раз попробуем. Им же там не жить. Вот, там живут другие люди. Пусть они, так сказать, разбираются. Наше дело, как бы, да, нажать на кнопку, а потом посмотрим, что там будет. Да, вы там воюете, так копошитесь там в своих этих проблемах, там, можете 10 лет, можете 20, выяснять, кто из вас правее и так далее. Так сказать, вопросов, так сказать, соблазнения там местных элит у американцев будет достаточно, несомненно. Они эту работу ведут целенаправленно, деньги вкладываются большие в эти дела, поэтому они найдут, так сказать, да, аргументы в разговоре с местными элитами, почему надо, так скажем, там, пустить американские войска, или почему надо американцам помочь. Например, скажем, там разные могут быть соображения, я сейчас не буду обострять, но известно, что и Иран, он неоднороден внутренне, да, и у американцев известная политика, так сказать, да, расчленения крупных государств, которые могут представлять для них, так сказать, опасности и конкуренцию. Я не исключаю, что в случае большой операции в Иране, да, дело тоже может закончиться расчленением Ирана по, скажем, линиям проживания разных, скажем, национальных групп и создание, например, на его месте нескольких государств. Вот. Тут могут быть задействованы интересы и соседних стран. То есть эта политика-то известная, да, эти модели, они достаточно известные, в общем, они все довольно прозрачные. И понятные. Но вопрос в том, что, может быть, американцы решат свою проблему, да, но создадут всем остальным там 150 проблем, с которыми непонятно, что делать и как с ними разбираться. При этом Каспийское море для нас, оно вообще станет мертвым морем навсегда, да. Потому что если сейчас есть хоть какие-то планы по налаживанию вот этого транзитного коридора там север-юг, транспортных потоков, то любая война и нестабильность в Иране, она вообще полностью и навсегда перережет это направление. Оно больше не даст развиваться, так сказать, на этом направлении вообще ничему в ближайшие там 10, 20, может быть, еще больше лет. Потому что, так сказать, транспортные потоки могут быть заморожены, все проекты будут поставлены под серьезное сомнение. Ну, посмотрите на то, что происходит там в том же Ираке, которым нам еще 20 лет назад обещали, что там будет процветание. Что там процветает в этом Ираке? Ничего не процветает. Даже, так сказать, нормальные поставки дешевой нефти, о которой говорили, да, в огромных количествах, наладить не удалось оттуда. Хотя вроде бы как говорили, что вот скоро-скоро это начнется. Ну, и такие же совершенно последствия ждут, несомненно, и Каспийский регион. Нас интересует, в первую очередь, Прикаспийский регион. Что там будет в Персидском заливе, там, в Красном море или еще где-то, это их там проблемы. А нас вот интересует Южный Кавказ, Центральная Азия и Прикаспийский регион. Ничего хорошего там не будет. Это очевидно. Любая крупная война приносит только проблемы. Но вот посмотрите, тот же Ирак, кому, собственно говоря, из соседей стало лучше? Да никому. Да? Кто, так сказать, серьезные какие-то вот крупные дивиденды из этого извлек? Да никто не извлек. Да? И даже вот у тех же турок, которые поддерживали американцев, и у тех даже обострились некоторые проблемы там с курдами и так далее, потому что внутри Ирака американцы, в принципе, не против того, чтобы курды играли совершенно особую роль, что, в общем, противоречит там устремлениям турок. То есть
Короче говоря, завяжется клубок еще более сложный, чем сейчас, и как его распутать, будет неясно. Да саудиты, может быть, решат проблему с конкуренцией с Ираном, американцы решат проблему с конкуренцией, а мы только их получим. Эти проблемы будут переложены на наши плечи, потому что их региональная безопасность там не сильно волнует, по большому счету. А потом вопрос, кто же в итоге, хорошо, этих снесут в Тегеране, а кого посадят, да? Посадить постараются людей проамериканских. Как они будут себя вести и какую политику они будут проводить? Ну, вряд ли дружественную в отношении России. Поэтому ничего хорошего в этом абсолютно нету, и Россия будет всеми, так сказать, возможными средствами, так сказать, противиться таким решениям. Понятно, что возможностей у нее немного, тем не менее, как бы, несомненно, позиция России будет категорически отрицательной по поводу возможности, так сказать, каких-то крупных военных операций в этом регионе. Что касается сроков, ну я уже говорил о том, что я тоже считаю, что есть ограничения по срокам, хотя бы, так сказать, связанные с выборами президента в Соединенных Штатах Америки. И что касается наземной операции, да, к широкой операции действительно американцы не готовы, но это не значит, что ее не может быть в перспективе. Ведь на самом же деле мы можем обсуждать, так сказать, какие там модели, технологии, подходы будут американцев, чему они научились, чему не научились. Вопрос в том, что точечные удары не решат проблемы Ирана. Они станут стартом для начала длительного процесса эскалации напряженности в регионе. А в процессе этой эскалации может случиться и наземная операция, и вооруженные силы, так сказать, американцев могут появиться и на Каспийских берегах. И то, что они этого хотят, меня не вызывает ни малейшего, так сказать, сомнения. Иначе бы еще несколько лет назад американцы не выходили бы с проектом Caspian Guard на азербайджанцев. И не пытались бы их убедить, что уже сейчас надо разместить военные корабли на Южном Каспии не из-за Ирана даже, а из-за защиты несуществующего еще трубопровода. Никакого трубопровода еще нету. Американцы уже говорили, надо разместить корабли военные. Поэтому вопрос не в том, что американцы, так сказать, вот они достаточно умны для того, чтобы не добиваться своего присутствия. Ничего подобного. Они будут добиваться своего присутствия, 100%. И на Южном Кавказе, и на Южном Каспии, и в Центральной Азии обязательно будут. Вопрос в том, как это будет проходить. И это уже другое дело. Насколько быстро, насколько технологично, какими этапами, какими силами. Это уже можно обсуждать. Технологии, модели, да, они чему-то учатся, но то, что в принципе это возможно, и то, что вовсе ни о чем, так сказать, мы не гарантированы вот этими опытами их там в Ливии, Ираке, Афганистане, это совершенно точно. Иначе бы американцы, вот, тот же Morningstar постоянно заявляют, что да, мы готовы оказать, там, например, скажем, и Азербайджану, Туркменистану помощь, содействие в защите и обеспечении безопасности на Южном Каспии. Еще ничего нету, так сказать, Ирана даже никого нету. И Набуко неизвестно, будет или не будет. Они уже готовы. Уже готовы. Поэтому, так сказать, эти удары, если они последуют, это будет только начало решения этой проблемы. Начало, отнюдь не, так сказать, ее завершением, отнюдь не полным ее решением. Поэтому, и говоря уже об этих технологиях, да, действительно, они могут быть разные, но итог-то какой? А итог такой. Силы третьих стран, каких не будем уточнять, могут появиться в регионе. Внутренние конфликты в этих странах могут быть стимулированы. Экономические проекты могут быть поставлены под угрозу. То есть общая дестабилизация вполне вероятна. Как быстро это произойдет, там, в течение 2 дней или в течение 5 лет, это уже другой вопрос. Вопрос техники. Вопрос в том, что, так сказать, мы все равно получим в связи с этим негативные последствия. И к вопросу об устранении режимов. Возможно, действительно, американцы не хотят устранить режим, а хотят просто ослабить Иран. Но опыты в Ираке, Афганистане, Ливии и Югославии говорят об обратном. Именно смещение, иногда физическое уничтожение неугодных лидеров и является их целью. Они это сделали несколько раз. Почему в отношении Ирана они это не готовы сделать, ну не знаю. Вопрос в том, чьими руками и как. И это обсуждается. Да, действительно, так сказать, это варьируется. Но то, что в принципе они готовы именно к этому, это совершенно точно.